Сегодня отправляемся в путешествие в один из самых популярных отелей Кемера – Dabidaan World Palace, бывший Альвадонна. Отель, который уже много лет остается фаворитом среди туристов. У него высокий рейтинг и много положительных отзывов. Сюда возвращаются снова и снова. И давайте узнаем почему. Я провел здесь целую неделю, тестируя все услуги лично, чтобы показать вам реальный отдых без прикрас. И в этом видео мы с вами подробно посмотрим шведский стол на завтрак, на обед, на ужин и узнаем, чем кормят на ночном перекусе. А еще проведем дегустацию блюд в 3 изысканных а-ля-картах, поужинаем у моря в рыбном ресторане, попробуем традиционные турецкие блюда и почувствуем атмосферу Италии в итальянском ресторане. Реально проверим, что на самом деле входит в концепцию «Ультра все включено» и какой импорт доступен в барах. Я с вами поделюсь всеми актуальными меню ресторанов и баров. Посмотрим лучшие категории обновленных номеров. Просторные сьюты с видом на море, двухуровневые семейные дуплексы и стильные свимапы с террасой и выходом к бассейну, которые действительно стоит бронировать, чтобы отдых был комфортным. Я проведу вас по самым интересным уголкам отеля, территория которого словно тропический сад. Посмотрим аквапарки и бассейны, особенности отдыха с детьми, поучаствуем в дневных анимациях и активностях, а вечером окунемся в зажигательную атмосферу вечеринок у моря и побываем на концерте популярной певицы Ханны. И главная причина, по которой мы здесь, это море. Мы детально изучим большой пляж, искупаемся в кристально чистом море, проверим заход и попрыгаем с пирса. После этого видео вы точно поймете, подходит ли вам этот отель и почему сюда возвращаются снова. Всем привет! С вами Феликс Набиев, предприниматель, влюбленный в путешествия, основатель интернет-магазина туров и мобильных приложений enjoys.travel. Подписывайтесь и приятного просмотра! Прилетаем в аэропорт Анталии и отправляемся в сторону курорта Кемер. До нашего отеля 65 километров. Это примерно 1 час езды. По пути популярные районы Бельдиби, Генюк, центр Кемера. И мы в нашем отеле. Расположен на первой береговой линии в поселке Кириш, который славится хвойными лесами, горными пейзажами и комфортными пляжами. Тут по соседству на одном побережье 5-звездочные отели Акка Алинда, Макс Рояль, Куинс Парк Ли Джардинс, Вандор и другие. Как только заезжаем на территорию отеля, окунаемся в зеленый оазис. Выглядит все презентабельно. Но посмотрим, понравится ли нам отдых в итоге. Нас встречает довольно стильный ресепшн с приятными ароматами, как и в любом хорошем отеле. Он украшен цветами. И тут приветливый персонал. Все располагает к отдыху. Посмотрим макет отеля, чтобы представить его масштаб. Отель раскинулся на просторной большой территории в 107 тысяч квадратных метров. Здесь представлен его окончательный проект, который полностью завершится в 2028 году. Угостимся приветственными напитками в лобби. Такой welcome drink, который встречает гостей у входа в отель. Это отличительная особенность хороших отелей. Да, без всего этого можно обойтись, но это показывает гостеприимство, и это очень приятно. Прилетел я утром и попросил заселить меня в номер пораньше, если это возможно. Но готовых номеров на тот момент не было, и меня попросили чуток подождать, прогуляться и позавтракать. Переживать я не стал, так как браслет получил сразу. И с этого момента мог пользоваться всеми услугами на территории отеля. В зоне ресепшн можно угоститься вкусными десертами, отдохнуть на диванчиках и встретиться с гидами от туроператоров. Тут же расположен лобби-бар, который работает круглые сутки. Стильный интерьер, расставлены цветы, есть столики как для маленьких и больших компаний. Так что можете начать свой отдых с лобби-бара, как только заехали в отель, или вернуться сюда в любое удобное время. Больше всего здесь гостей вечером. Ассортимент напитков разнообразный, и в основном это импортные марки, которые включены в концепцию «Ультра все включено» и доступны вам круглые сутки в неограниченном количестве. Это типа ром Бакарди, Чивас 12 лет, Джеймисон и так далее. Пиво бутылочное, несколько сортов. И разливное во всех барах отеля FS. Всю карту бара, название и состав коктейля вы можете посмотреть сами, отсканировав QR-код или по ссылке в описании под видео. Я себе заказал освежающий коктейль. Кстати, бармены доброжелательны и с удовольствием делают свою работу. Остальные бары в отеле мы тоже с вами обязательно посмотрим и попробуем на вкус. Пойдемте, прогуляемся на открытую часть лобби. Тут тоже работает бар, и отсюда открываются потрясающие виды на территорию отеля и горные пейзажи. А вот ниже уровнем столики ресторана, где уже гости завтракают. Пойдемте, и мы к ним присоединимся.
Главный ресторан работает практически весь день. Открывается он в 7 утра на завтрак, а закрывается только после ночных закусок, которые подаются с 10 вечера до 6 утра. Все это, и обеды, и ужины, мы с вами посмотрим. Нас встречают апельсиновыми фрешами. Их подают каждое утро, бесплатно. Вот такой просторный и чистый ресторан. Различные отделы с напитками и едой. Думаю, каждый найдет здесь свой завтрак. А если что-то не увидите, то обязательно напишите в комментарии. В следующих отелях поищу ваши любимые блюда. Сочных фруктов предостаточно, чтобы подкрепиться с утра витаминами. Бананы, яблоки, апельсины и так далее. Много ароматной выпечки, различных традиционных лепешек. Мне лично из выпечки нравится симит. Это такой турецкий бублик с кунжутом. И лахмаджун, лепешка с мясным фаршем. Прямо с печки вкуснятина такая. Видим самое популярное на завтрак блюдо. Это яичница. Разные варианты. И шакшука, и глазунья, и омлеты любые на заказ. Кстати, станций таких я насчитал то ли 4, то ли 6. Это очень классно, чтобы не было больших очередей. А вот яйца Бенедикт я не обнаружил, но это не критично. Пекут блины, панкейки, и к ним предлагаются различные сиропы и топеры. А вот еще традиционное турецкое блюдо – пан фрит сучук. Жареная колбаса из говядины, подают с различными овощами. Далее отдел с маслинами. С нарезками тоже колбасы и копченый лосось. Множество сыров, орехов, сухофруктов, есть инжир, мюсли, различные печенье, халва, вафли, варенье и джемы. Такой стол раздачи тоже дублируется для того, чтобы не было очередей. В целом завтраки были каждый день похожи, а особо ничего нового и не придумаешь, когда все есть. Тот же лосось и апельсиновый фреш, а это не в каждом отеле встретишь. Ресторан просторный, с высокими потолками, светлый, с большими витражами и новой мебелью. Как видим, все без спешки гуляют, всем хватает столиков, мест много, нет шума и суеты. Вот еще горячее блюдо. Какое-то жаркое. Мне с утра точно такое есть не хочется. Здесь готовят разнообразные тосты, сэндвичи. Было бы удобно прихватить их с собой. Но имейте в виду, выносить еду из ресторана запрещено. Тут чечевичный суп, пахнет и выглядит вполне аппетитно. Дальше каши. Гречка на молоке. Обратите внимание, написаны калории для тех, кто следит за весом. Овес на молоке. На молоке, конечно, вкусно, но я в повседневной жизни по утрам предпочитаю овес или перловку на воде и добавляю туда чернослива или кураги. Я не скажу, что на завтрак подают прям так очень много горячих блюд, но, на мой взгляд, все вполне оптимально и всего достаточно. Для тех, кто не представляет утро без кофе, Нескафе из кофемашины на любой вкус. И, пожалуйста, мороженое по утрам. Двигаемся дальше, и это отдельная детская зона со своими стульями, столиками и детским уголком. Тут блендер, микроволновка, бумажное полотенце, нагрудники для детей, вода, разное баночное питание. Это что-то вроде рисового пюре. Можно употреблять детям старше 6 месяцев. Также для детей полезные кефиры, йогурты и вкусные соки. И, конечно, отдел с разными горячими блюдами. Свежие овощи, колбаски, сыры, различные хлопья и хрустящие шарики. Атмосфера здесь позитивная, и детям все нравится. Мы с вами посмотрели, что подают на завтрак. И теперь давайте сами тоже покушаем. Обратите внимание, свободных столов достаточно. И маловероятно, что к вам кто-то подсядет в связи с отсутствием столика. Ну, если только познакомиться. Выбираем столик на террасе с красивыми видами. Думаю, здесь очень удачное место.
Мой питательный вкусный завтрак. Выбрал я копченого лосося и апельсиновый фреш. Также круассан, глазунью, творожный сыр и зелень. Когда уже дома монтировал видео, смотря на это, сам себе завидовал. А как вам такой завтрак посреди зеленого оазиса с видом на роскошные горы, шумом водопада и восхитительными птицами? Кстати, это фламинго. Они пока в белом окрасе, так как молодые, а взрослую розовую окраску их оперение приобретают лишь к возрасту 3-4 лет. Итак, я вкусно и красиво позавтракал. Спасибо, Добидан. Но вот чувствую, не хватило сухого шампанского, такого кисленького брюта. И вот, пожалуйста, перемещаемся на открытую террасу лобби-бара, и вот вам игристое с вишенкой и зерновым американо. А теперь пойдемте на ресепшн получать карточки от номера и заселяться. На ресепшн русскоязычный персонал. Девочки из России очень вежливые и приятные. Мне выдали карты-ключи для пляжного полотенца и схему отеля. Тут же Guest Relation. У них записываемся в а-ля карт рестораны и обращаемся по разным вопросам. Обратите внимание, какая зеленая территория. Сочные газоны, высокие пальмы, декоративные деревья. Отель буквально утопает в зелени. Сейчас идем по переходу. Это такие мостики между корпусами на уровне 3-го этажа. Соединяют ресепшн и главный ресторан с корпусами. Я бы даже сказал, это такой панорамный мост, чтобы наслаждаться горными пейзажами и зелеными ландшафтами отеля. Посмотрим территорию отеля на схеме. Это первый корпус, вот второй. Это 3-й и 4-й. Между 2-м и 3-м самое спокойное место, напоминающее ботанический сад. Здесь расположились уютная пекарня, а-ля карт ресторан и релакс-бассейн с баром. Между 4-м и 5-м корпусами активная зона с позитивными аквагорками и бассейнами. С утра до вечера здесь проходят анимации, и вы точно не проспите до обеда и бодро начнете свой день. Узкие расстояния между корпусами – это такие коридоры. 6-й корпус смотрит на территорию соседнего отеля Queen's Park Le Jardin. Аналогично с краю расположенный первый корпус смотрит на соседний отель Акка Алинду. Как раз в этот корпус мы сейчас и отправляемся. Там мой номер. А вообще в этом видео я для вас сделаю обзор разных категорий интересных номеров. И семейные, и сьюты, и так далее. А пока посмотрим тот, в котором я остановился. Первый корпус, 1-й этаж. Прикладываем карту-ключ и заходим. Добро пожаловать! Номер Superior Swim Up. Площадь вполне оптимальная, 35 квадратов. Свежий ремонт, дизайн в приятных тонах и новая мебель. Включаем кондиционер и давайте смотреть, какие тут удобства. В номерах с приставкой Superior в 2024 году прошла реновация, они все свежие. Продумана система освещения, современные выключатели розетки с разъемами USB и Type-C. Очень удобно для зарядки гаджетов. В этом номере дополнительно к большой двуспальной кровати установлен диван с отодвигающимся барным столиком. Специальная ниша для чемодана, фирменная пляжная сумка «Шоппер» в подарок и черные тапочки, чтобы одевать в номере. Ассортимент банного набора довольно разнообразный. Это всевозможные средства по уходу, шампуни, гели, кондиционеры и даже мочалка. Самое главное – зубная щетка, зубная паста и бритвенный станок с пеной. Ничего этого с собой в чемоданах привозить не нужно. Все необходимое есть. Сразу при заселении проверяем работу кранов. Горячая, холодная вода, кондиционер, освещение. А если что-то не так, сразу обращаемся на ресепшн.
Номер оснащен всем необходимым для комфортного проживания. Бесплатные халаты и тапочки есть в каждом номере. Думаю, знаете, что халаты с собой из номера забирать нельзя. А вот одноразовую косметику и тапочки, пожалуйста. Электронный сейф. Нажимаем звездочку, потом 4 цифры и решетку. Наверное, многие как пароль используют год рождения. Набор для приготовления чая и кофе. Тоже во всех номерах. Как и бесплатно ежедневно пополняемый мини-бар. Тут различные напитки. Это соки, сладкая газировка, пиво Эфес и минеральная вода. А вот и мой комплимент. Орешки, турецкие сладости, клубника в шоколаде, фрукты и бутылка красного сухого вина. Это, я думал, лично мне комплимент как VIP-персоне, как крутому турагенту. А оказывается, такой подарок будет ждать всех гостей категории номеров Swim Up и Сьютов, включая и другие привилегии, типа один раз завтрак в номер, бесплатное посещение платной зоны пляжа, бесплатное посещение одного из а-ля карт ресторанов. А теперь, друзья, главная фишка этого номера. Суть приставки Swim Up. Это прямой выход к небольшому релакс-бассейну, в котором купаются только гости данных категорий номеров. Такие номера расположены в первом корпусе и шестом. На первых этажах и имеют просторные террасы, между которыми экзотичные интерьерные перегородки, чтобы почувствовать уединение. Тут удобные шезлонги, большой зонт от солнца и столик с креслами. Еще один приятный момент – это подогрев бассейна в определенное время года. Это апрель, май и октябрь-ноябрь. Берите на заметку и обязательно отдохните в таком номере. Тем более он стоит не намного дороже стандартных категорий. Поэтому при подборке тура на enjoys.travel мы вам предложим все варианты номеров. А вы уже выберете, что комфортно по цене. А теперь, друзья, отправляемся на пляж, туда, где изумительно красивое и кристально чистое море. Я готов. Одеваем панаму, чтобы не испортить себе отпуск солнечным ударом, и пойдемте загорать. Все корпуса расположены таким образом, что до моря легко и удобно добраться. Иду до центрального входа на пляж. По пути проходим бары, снэк-ресторан, в которых тоже обязательно перекусим. Обратите внимание, пляж довольно широкий. Везде проложены деревянные дорожки, и по ним комфортно ходить. Чтобы укрыться от солнца, установлены тенты. Они считаются гораздо удобнее, чем отдельно стоящие зонты. Шезлонгов свободных много. Выбирай любой, который понравится. Кстати, они чистые и новенькие. Как видите, это не песчаный анталийский пляж, типа как в Белеке или в Аланье. Курорт Кемер отличается. Здесь галька и немного крупного песка. И мне нравится лежать не на шезлонге, а прямо на песке или камнях. Это получается такой полезный массаж теплыми камнями. Босиком тоже можно пройтись. Галька стимулирует наши ступни. В них много нервных окончаний, и это улучшает здоровье. О, посмотрите, какое оно чистое, прозрачное. Просто изумительной красоты. Пляж просторный. Здесь чувствуешь себя комфортно и свободно. Немного прогуляемся и окунемся в море. Пока плаваешь, наслаждаешься горными пейзажами Кемера.
За счет гальки море прозрачное, то есть тут нет мелкого песка, который баламутится волнами. Заход в море не резко глубина, ну и не прям такой пологий, когда метров 10 по колено до глубины идешь. Кто-то перенес шезлонги ближе к морю, и это не запрещено. Пойдемте заглянем в пляжный бар. Их здесь два, и еще третий в зоне снэк-ресторана. Я решил выпить айрана. Это такой кисломолочный продукт, который не только утолит жажду, но и зарядит витаминами, улучшит пищеварение и в целом отлично повлияет на здоровье и иммунитет. А теперь отправляемся на пирс. Посмотрите, как мило. Мама и ребенок купаются в море. Вода кристально чистая, безумно красивое бирюзовое море. Здесь как раз можно понять для себя удобство захода в море. Пирс небольшой, работают спасатели, и это приятно. Вместо шезлонгов такие матрасы, лежаки. И еще из удобств это душ. С пирса открываются еще более потрясающие виды на территорию отеля и горы. На углах пирса есть такие платформы и площадки для снорклинга. Я тоже окунусь в море. Правда, очки и ласты не прихватил с собой. Тут очень глубоко, но если море спокойное, глубина не должна пугать. Но все же не стоит переоценивать свои силы и лучше плавать там, где чувствуешь себя уверенно. Чтобы подниматься, спускаться установлена лестница. Удобная, имеет поручни и широкие ступени. Так что и женщинам, и пожилым можно поплавать на глубине, подальше от берега. Это было здорово, я освежился, и теперь отправляемся дальше исследовать пляж. Отель семейный, соответственно, здесь отдыхает очень много детей, в том числе и малышей. Наслаждаются отдыхом у берега и купанием в соленом море. Как говорят мамы, свозила ребенка на море, потом целый год не болел. Еще для детей на пляже продуман бассейн под тентом, защита от солнца и самое главное в бассейне – морская вода. Итак, позагорали, поныряли, погуляли и предлагаю заглянуть во второй бар на пляже. Я заказал такой красочный коктейль типа «Багама Мама». Меню бара и его ассортимент коктейлей вы тоже можете прямо сейчас посмотреть по этому QR-коду или по ссылке в описании к видео. Пьем коктейль и наслаждаемся морскими пейзажами. Баров на пляже предостаточно, везде свободные столики и можно отдохнуть без суеты. Этот коктейль у меня получился как аперитив, и теперь хочется перекусить. Отправляемся в фудкорты на пляже. Это не просто палатка, а целое кафе-домик Гюзлюме с большим ассортиментом, где сразу можно выбрать все, что надо. И не обязательно ждать, пока испекут именно для тебя. А это пляжный снэк-ресторан, а значит свободное посещение, дресс-кода нет. Можно ходить в одном купальнике, и никто тебе ничего не скажет. Здесь отдельный бар и отдельная зона раздачи еды. Пекут обалденную пиццу, можно выбрать разные спагетти, пасту, при вас все это приготовят. Пожалуйста, фрукты и различные десерты, пирожные, пончики и мороженое. Его предостаточно, 6 видов, известная торговая марка Алгида. Я решил выбрать что-то более питательное, и мой взгляд остановился на тантуни. Это турецкий фастфуд из мяса, помидоров и специй, ну что-то типа шаурмы. Посмотрите, какие здесь радушные и позитивные повара. Еще я взял свежих помидорчиков, лимон и зелень.
Конечно, я не устоял перед сочной, только пожаренной форелью. Добавил отварных брокколи и пойдемте садимся. Здесь можно здорово перекусить, насладиться полноценным обедом. Люблю такие отели, где с утра до вечера можно отлично проводить время на пляже. Дальше началась пенная вечеринка. Это когда пеногенератором нагнетают пену, и мы танцуем в облаках шампуня. Пойдемте посмотрим, какие еще активности есть на пляже. Пляжный волейбол пользуется большой популярностью. Играют и женщины, и мужчины. А если хочется чего-то другого, то, пожалуйста, станция водных видов спорта. Здесь вам предложат катание на банане, гидроцикле и катере. Можно очень позитивно провести время. Вот такой он большой и благоустроенный пляж. Его протяженность 400 метров. Кроме общей части есть релакс-зоны. Вот, например, Робби-Бич с насыпным песком является платной. Стоимость одного шезлонга 25 евро. Включен сервис порционных напитков. Для гостей номеров Суймап и Сьют можно посетить бесплатно. А эта зона 15+, свободна для всех, где можно позагорать без детей. И еще одно классное место на пляже, где можно приятно провести целый день. Это стильные павильоны, еще их называют кабаны. Здесь вам предложат фрукты, неограниченное количество импортного алкоголя, есть мини-бар и сейф для хранения ценностей. Можно позагорать на мягких шезлонгах, и здесь у каждого свой индивидуальный душ. Даже классический вентилятор. В общем, тут продумали все для хорошего отдыха. Павильоны на первой линии имеют панорамные виды на море. Обязательно рекомендую попробовать такое удовольствие. По стоимости на целый день 80 евро была акция, обычно 150. Это за весь павильон на 4 гостей. С учетом сегодняшнего курса, я думаю, это адекватная цена. Ну что ж, друзья, мы отдохнули на пляже. Теперь я возвращаюсь в номер и отправляюсь на обед в основной ресторан. Посмотрим шведский стол и поедим что-нибудь. Ведь многим гостям все же недостаточно перекусить в фудкортах, и хочется полноценного обеда. Сразу посмотрим, что готовят на террасе. Тут все на гриле. Овощи, курица, мясо ягненка и рыба дорадо. Вообще можно только здесь, на улице, пообедать и побежать заниматься различными активностями. Но все-таки хочется вам показать шведский стол, который предлагают в обеденное время с 12:30 до 14:30. Мне показалось, что на обед как-то больше суеты, чем на завтраке. Тут тоже жарят рыбу. Вижу тушеные овощи и станция пасты. Можно заказать, чтобы приготовили на сковороде спагетти с различными добавками типа соуса болоньеза, фарша, курицы или маслин. Чилан. Плов по-ирански. Думаю, стоит такой попробовать. На обед, конечно, подают много различных горячих блюд. Возле каждого блюда написано название на нескольких языках. Курица с сухофруктами звучит и выглядит вполне аппетитно. Почти диетическое меню. А вот рядом уже потяжелее. Такие жирные, сочные ребрышки ягненка. Подают как суп. Такой прям наваристый. Вот бы дома такое блюдо зимой в -30. Самое то. Дальше всеми узнаваемый и популярный суп – борщ. Еще суп тутмак, где в составе йогурт из чечевицы и нута. Такой питательный суп-пюре.
Еще борщ и всякие добавки к нему, типа сметаны, сухариков и зелени. Как вы сами видите, здесь довольно хороший и разнообразный выбор блюд. Еще один островок, на котором при вас жарят рыбу прямо целиком во фритюре. А здесь блюдо чем-то похоже на фаршированный перец. А рядом доброжелательный и улыбчивый повар готовит филе индейки. Думаю, кто сидит на ПП, тоже найдет здесь для себя что поесть. Так же, как и те, кто хочет горячего наваристого супа и мяса. Отдел выпечки и хлеба в турецком отеле – это настоящий рай для любителей свежей ароматной выпечки и традиционного хлеба. Здесь атмосфера наполнена аппетитными запахами только что испеченных булочек. В этом отеле без мороженого вы точно не останетесь. Некоторые туристы очень расстраиваются, если в отеле только в определенное время подают мороженое. А тут, пожалуйста, и на завтрак, и на обед, и целый день в различных уголках территории отеля. Дальше видим полезные отделы, которые нельзя обойти стороной. Это диетический буфет. Тут нарезают овощи, перец, помидоры, отварная курица и другие ПП-блюда. Свежие и сочные фрукты. И посмотрите, какой большой выбор различных пирожных и десертов. Еще бы мне, конечно, понимать, из чего они. На твороге или на манке. Бисквиты всякие. Во всем этом я не разбираюсь, но это очень вкусно. Вообще, мне кажется, многие туристы на обед прямо так по-серьезному в ресторан не ходят. А в основном обходятся снэк-ресторанами и барами, где можно легко перекусить, не уходя с пляжа и не переодеваясь. Я взял себе много зелени, фруктов и от души поел стейков ягненка с овощами на гриле. Еда в турецком отеле на все включено. Это настоящий праздник вкуса, где можно много разного попробовать и наслаждаться едой без ограничений. Главное подходить к этому процессу осознанно, не переедать и получать удовольствие от каждого кусочка. После купания в море и такого обеда было бы хорошо устроить себе тихий час, как в детском садике. Поспать так часок. Но не могу, мне нужно максимально передать вам атмосферу отдыха в этом отеле. Поэтому пойдемте смотреть активности и развлечения на территории отеля. Как уже говорил ранее, между вторым и третьим корпусом атмосфера релакса и ботанического сада. Поэтому отправляемся ближе к центру, где кипит бурная жизнь отеля. Прежде чем погрузиться в атмосферу нескончаемого веселья в добедания, давайте разберемся, что же такое анимация и активности в отеле. Анимация – это развлекательная программа, созданная специально для того, чтобы гости не просто лежали на шезлонге, а получали яркие эмоции каждый день. Профессиональные аниматоры – веселые, энергичные ребята. Организуют игры, спортивные состязания, творческие мастер-классы, шоу и так далее. Активности – это всевозможные занятия от йоги на рассвете до вечерних дискотек. Они могут быть спортивными, творческими, гастрономическими или просто забавными, на любой вкус и возраст. Теперь представьте, вы приезжаете в роскошный турецкий отель, на все включено, и каждый ваш день наполнен событиями. Хотите – участвуйте во всем, хотите – просто наблюдайте со стороны. Главное – скучать не придется. Аквагорки тут такие, как будто катаешься где-то в джунглях. Эти небольшие искусственные горы будто создают какую-то теплую атмосферу дикой природы. Пойдемте смотреть бассейны. Это для самых маленьких, с мини-горкой. Дальше самый большой, который перетекает под мостиком. Бассейны не раскиданы по разным частям территории отеля. Да, их несколько, но при этом они сливаются в одно целое. Обратите внимание, шезлонгов много.
Рядом с бассейнами можно поиграть в настольный теннис. Это тот же основной бассейн. Здесь играют в аква-волейбол. Это отличный способ совместить отдых у моря с активными развлечениями. Многие отели Турции предлагают эту игру как часть своей анимационной программы. Далее полуолимпийский бассейн, или по-другому активити бассейн. Он подогревается в холодное время года. Это апрель-май и октябрь. Тут проходит акваэробика. Такие динамичные тренировки в воде под зажигательную музыку, которые дарят заряд энергии и помогают держать тело в тонусе, без лишней нагрузки на суставы. Подходит для всех возрастов. Заниматься могут даже те, кто далек от спорта. Отлично поднимает настроение и помогает справиться с лишними килограммами. От концепции все включено. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Чуть позже покажу почему. Идем дальше, и впереди чувствуется что-то детское. Здесь гуляет веселый пират с настоящим попугаем. С ними можно сфотографироваться, и, похоже, гости отеля довольны. А это очень позитивный детский аквапарк с искусственным водопадом. Здесь тоже вода подогревается в холодное время года. Еще есть крытый бассейн для взрослых и детей в спа-центре, а также отдельный релакс-бассейн. Их мы тоже обязательно посмотрим. А пока предлагаю чем-нибудь перекусить в зоне бассейнов. Заглянем в снэк-ресторан Burger Land. Здесь в дневное время предлагают различные фастфуд-закуски. Самые популярные среди туристов блюда – бургеры, шаурма с индейкой, картошка фри и кумпир. Это что-то типа крошки-картошки, целая картофелина с кожурой и начинкой. Заказал себе вкусный сочный бургер. Ну и как же без десерта? Фисташковая алгида. Пойдемте гулять дальше по территории отеля и смотреть активности. Здесь на зеленой лужайке взрослые и дети играют в ботче. Тоже очень популярно в отелях Турции. Игроки по очереди бросают металлические мячи, стараясь разместить их как можно ближе к центральному шару. Обычно красный или белый. Побеждает тот, чьи мячи окажутся ближе всего к цели после всех бросков. А тут метают мини-стрелы. Дротики играют в дарт. Цель — попасть максимально в яблочко, центр круглой мишени, и набрать больше очков. Тут оружие посерьезнее. Стреляют из пневматической винтовки. Гуляем дальше. Это амфитеатр. Днем здесь пусто. Вернемся вечером, когда начнутся анимации и зажигательное шоу артистов. В этой части отеля расположен фитнес-зал. Отправляемся туда. На открытой площадке девушки занимаются прыжками на джамперах. Фитнес-клуб работает с 8 утра до 8 вечера. Тут современные силовые тренажеры, беговые дорожки, эллипсоиды и так далее. Такой рай для любителей такого фитнеса. Я про себя скажу честно. На отдыхе у моря в таком отеле с такими ресторанами и барами меня ни за что в тренажерный зал не затянешь. Даже если деньги заплатят, все равно не пойду. Оставим спортивных девушек, пусть прыгают, а мы идем дальше. Здесь 7 теннисных кортов с твердым покрытием, посещение бесплатное, а вот аренда ракеток, мячей и вечернее освещение платное. Еще есть баскетбольная площадка и рядом поле для футбола. Посещение тоже бесплатное. Немного поиграю с ребятами в футбол. Мой сын тоже примерно их возраста. Кинг-Конг, давай, супер удар! Я его ни за что не пропущу! Ха-ха, промазай!
А теперь бьет супермощный Годзилла! Он уничтожает всех! Это был удар мне в грудь, мать! А теперь посмотрим, чем занимаются дети помладше. Для них в отеле отличный мини-клуб, где детские аниматоры с утра до вечера играют с ними в различные игры. А родители в это время могут отдохнуть, наслаждаясь спа-процедурами или морем. Это настоящий детский сад для маленьких гостей. Здесь весело, интересно и безопасно. Территория имеет ограждение и вход через контролируемую калитку. Тут проводят творческие мастер-классы, аквагрим, рисуют, раскрашивают и лепят из пластилина. Профессиональные аниматоры, как правило, девушки-педагоги, связанные с воспитанием и обучением детей. Вежливые, внимательные, говорят на нескольких языках. Тут же есть открытая игровая площадка под навесом, различные горки, качели и так далее. И еще очень полезная комната, отдельная пеленальная. Здесь предусмотрены все удобства для мам и малышей. А сейчас видим работу детского клуба в вечернее время суток. Ваши детки будут смотреть мультики и различные фильмы. А вы пока можете сходить на ужин в а-ля карт ресторан или устроить себе свидание. Вообще вечернее развлечение еще впереди, а мы пока продолжаем дальше изучать территорию отеля. И следующая локация расположена в спокойной части, между вторым и третьим корпусом. Мы пришли в пекарню Бенджамин. Работает с 9 утра до 6 вечера. Как видите, в этом отеле всегда можно найти уголок, где вкусно перекусить. Встречает гостей огромный фикус Нитидо, вечно зеленый красавец, добавляющий уюта. Посмотрим, чем тут можно полакомиться. Круассаны, пирожные, известная турецкая булочка семит, кексы и многое другое. Но главный хит – их фирменные блюда. Это блины и вафли, которые готовят прямо при вас. Вот мой красивый рулетный блин с начинкой из клубники и банана. Сверху полит шоколадным топпингом. Очень вкусно и фотогенично. Приятно посидеть в спокойной обстановке, особенно после дневных активностей, и восполнить с запасом потраченные калории. Это вот как раз про те лишние калории, которые убираем на акваэробике. А вот еще вариант, когда я заказал венские вафли. Тоже с бананом и клубникой. Очень красивая подача. С различными топпингами и лимонным мороженым. Это место не просто пекарня, а такой островок счастья. В окружении зелени, где время замедляется, а вкусы запоминаются надолго. Насладившись блинами и ароматным американо, отправляемся в уютный спа-комплекс. Идеальное продолжение этого дня. На ресепшн можно записаться на процедуры. Есть зона отдыха, стенд с известной косметикой L'Occitane. Здесь находится детокс-бар, где можно заказать чаи и другие полезные напитки. Дальше нас ждет финская сауна, для тех, кто любит глубокое прогревание и ощущение легкости. Также можно сходить на пилинг и в хамам. Он с восточным колоритом, аутентичная атмосфера, красивые сводчатые потолки и мягкий пар, который подготовит вашу кожу к загару. Совет: загляните сюда в первые дни заезда. Потом отправляемся в комнату релакса. Тихое место с мягкими шезлонгами, где можно расслабиться после процедур. А еще здесь есть крытый подогреваемый бассейн. Большой общий, отдельно детский и джакузи. Тут будет комфортно в прохладный сезон.
после отдыха в спа самое время опять переключиться на гастрономические удовольствия. Отправляемся на ужин в а-ля карт ресторан, а потом окунемся в вечерние анимации и концерты. Ресторан «Софра» расположен практически в самом начале территории отеля, у главного въезда. Проходим мимо основного ресторана, где уже полным ходом идет ужин. Буквально пару минут прогулки по зеленой территории отеля, и мы на месте. «Софра» – это а-ля карт ресторан турецкой кухни. Он платный, 15 евро с человека. В общем, на территории отеля 4 а-ля карт ресторана. Они работают только на ужин. Необходимо при заселении записываться заранее у Guest Relation. Столики здесь расположены на улице и в таких утопающих в зелени беседках. В воздухе витают ароматы жареных специй, свежеиспеченного лаваша и мангала. Начал я с традиционных турецких закусок, так называемых мезе. Вы тоже можете посмотреть меню ресторана по QR-коду или по ссылке в описании к видео. Попробовал острую пасту из помидор и перца, также хумус с теплой лепешкой. Конечно, продегустировал турецкое сухое красное вино. На вкус такое, с оттенками вишни и чернослива. Можно встретить в разных уголках отеля. У меня было даже в номере, вполне неплохое. В качестве основного блюда официант мне принес шашлык из говяжьего бон-филе. Подача на лаваше, чтобы он пропитался мясным соком. Дополнительно булгур, овощи на гриле и лук. Первый кусочек мяса попробовал без всего, чтобы оценить вкус. Плотная, благородная текстура. Да, говядина не тает во рту, как барашек, но в этом ее прелесть. Она остается с вами дольше, требует пережевывания, постепенно раскрывая глубину вкуса. При этом мясо получилось сочное и чувствуется легкая сладость от маринада. А красное сухое вино как раз подчеркнуло дымные ноты шашлыка, как будто добавили больше вкуса костра. Уже темнеет, и после насыщенного мяса и красного вина настал момент для кюнефе, того самого турецкого десерта, где хрустящие нити, тягучий сыр и золотой сироп. А еще принесли пахлаву с грецким орехом и шариком пломбира. Вот такой получился идеальный ужин в духе турецкого гостеприимства. И раз уж мы оказались рядом с въездом в отель, предлагаю выйти за его территорию и немного прогуляться. Как только вышел, сразу окунулся в атмосферу бесконечной торговой улицы с разноцветными витринами, изобилием товаров и веселыми голосами торговцев, зазывающих покупателей. Тут турецкие сладости, горы ярких приправ, ароматом которых пропитана вся улица. Рядом полки с рахат-лугумом, пахлавой и другими восточными лакомствами. Это рай для сладкоежек. Тут фисташковый лукум, шоколадные трюфели, кунжутные сладости. Все это идеально для подарков. Меня угостили гранатовым шербетом. Это такой чай на основе гранатового сока, меда и специй. Хьюго Боссами и Версаче теперь не удивишь. А вот турецкий текстиль – отдельная любовь туристов. Постельное белье, полотенца, халаты – все качественное, и женщинам тут сложно удержаться от покупок. Особенно радует, что магазины прямо у отеля. Не надо далеко ходить, если вдруг что-то забыл купить перед отъездом. Но главный хит среди россиян – это, конечно, аптека. Раньше из поездок везли сувениры, магнитики и керамические тарелочки. А теперь чемоданы россиян набиты турецкими лекарствами, витаминами и БАДами. Потому что оригинальные препараты и цены доступнее, чем в России. Я тоже прикупил подарков. Самое популярное – это аспирин и парацетамол. Расплачиваться удобно. Я пользуюсь картой Union Pay от Россельхозбанка. Принимают везде. Возвращаемся в отель и опять отправляемся на ужин в основной ресторан. И вот почему.
Во-первых, конечно, чтобы вам показать, чем там кормят на ужин. Во-вторых, это вполне нормальное явление, когда многие туристы даже по ужину в а-ля-карт ресторане потом заглядывают в основной. Потому что нас мучает сомнение, а вдруг там что-то было вкуснее. Ведь шведский стол – это сотни блюд на выбор, а а-ля-карт ограничен меню. Еще причина – это бонусный ужин для тех, кто не наелся. Порции в а-ля-картах бывают изысканными, но небольшими. А после долгого дня на экскурсиях или у моря аппетит ой как разыгрывается. А еще есть отели, в которых разрешают выносить еду из ресторана. И это отличный повод забрать после ужина фрукты и потом на террасе номера наслаждаться спелой черешней или клубникой. Так что, друзья, второй ужин – это не жадность и не обжорство, а особый ритуал в турецких пятерках. Ведь отпуск – это время, когда можно позволить себе лишнюю порцию радости. Ужин вроде как похож на обед, но выбор побогаче. Посмотрим, что готовят на гриле на террасе, и себе уже что-нибудь возьмем. Овощи-гриль, помидоры, кабачок, перец, свекла и картофель в мундире. Котлеты из говядины и шашлык из индейки. Рыбка сибас. У меня получился такой мясной ужин. Много мяса и зелени. Заказал розовое вино. Далее десерты. Различные пирожные, турецкие сладости, рахат лукум и пахлава. И опять мы видим мороженое. Много различных фруктов. А вот и клубника. Тут нарезают арбуз и дыню. Собрал такую красочную фруктовую тарелку. Клубника, сочный арбуз и дыня. Итак, мы отлично поели. В нашей с вами копилке по ужинам турецкий а-ля карт и ужин в основном ресторане. Но это еще не все. Чуть позже нам предстоит посетить итальянский и рыбный рестораны. А пока приглашаю вас окунуться в вечерние анимации в Добедан. Еще светло, а в отеле уже начинают готовиться к вечеринкам. Кто-то гуляет по пирсу, в это время суток здесь очень красиво. Вечерняя анимация начинается в большом амфитеатре с представления для детей. Одни уже веселятся на сцене, а другие украшают свой имидж временными татуировками и, похоже, очень довольны. Детей здесь много, от мала до велика. Отель семейный, но и молодежи, и парам здесь будет очень весело. После мини-дискотеки начинаются различные представления. Выступают акробаты, которые своими цирковыми трюками впечатляют и взрослых, и детей. Что-то в стиле африканских танцев и бразильских концертов. Думаю, вы обратили внимание, что это полноценный амфитеатр. Он полукруглый и со множеством рядов, которые выстроены каскадом. И вам будет удобно наблюдать за сценой, где бы вы ни сидели.
Дальше перемещаемся ближе к морю, к концертной сцене, откуда доносится классная музыка. Здесь царит позитивная атмосфера, где каждый может почувствовать себя молодым, не стесняясь танцевать и прыгать под музыку. Коктейли можно заказать в баре или просто что-то выбрать из приветственного стола, где для вас приготовили напитки на различный вкус. Каждый вечер что-то уникальное и яркое. Здесь вы будете не только танцевать, но и петь узнаваемые российские хиты. Их здесь крутят постоянно, так как в этом отеле очень много русскоязычных отдыхающих. А девушки на сцене будут радовать своими танцами. И, конечно же, живая музыка с мелодичными исполнениями хитов под ритмы музыкальных инструментов. Согласитесь, не в каждой пятерке бывает такой позитивный вечерний отдых. Да, еще рядом с морем. А хочется ведь на отдыхе отлично и весело проводить время. Конечно, в Турции много достойных пятизвездочных отелей с хорошими анимациями и яркими шоу. Они, как правило, на ультра все включено и на первой линии у моря. И изюминка вечерних анимаций в таких отелях – это концерты известных звезд, на которые вы попадаете бесплатно. Информация о том, кто и когда будет выступать, представлена в концепциях таких отелей. И мы с удовольствием с вами поделимся и сделаем подборку туров по таким отелям на ваши даты. Здесь до бедания в этом сезоне будут выступать такие звезды, как Юлия Савичева, Бурито, Ева Власова, Михаил Шафутинский и многие другие. Мне повезло оказаться на концерте Ханны. Очень яркая, красивая певица с классным вокалом и репертуаром. Можете слушать песни, сидя за столиками, взяв напитки в баре. Или петь и танцевать, влюбляясь в песни, которых раньше не знал. Вместе с Ханной выступала вся ее команда. Атмосфера была потрясающая, а музыкальные ритмы просто бомбические. А еще Ханна очень приятная как человек. В конце выступления вышла к гостям, и можно было с ней сфотографироваться и взять автограф. Это было в мае. Ханна еще раз выступила тут в начале июля, и осенью ее концерты пройдут в отелях Добедан, также в Кемере и Белеке. Обязательно рекомендую оказаться на таком концерте, отдыхая на море в отеле. Вечерняя территория отеля напоминает город, где жизнь не умолкает и после анимаций и концертов. Дальше можно посидеть в лобби-баре. Он работает круглосуточно, и здесь в любое время можно заказать импортный алкоголь. По системе ультра все включено. Посидеть на диванчике и пообщаться. Атмосфера в любое время суток здесь приятная. Все очень красиво, особенно территория, когда зажигаются ночные огни, бурлит фонтан и гости гуляют. Но вечеринки не заканчиваются, и мы отправляемся в ночной клуб. Посещение бесплатное, как и различные напитки в диско-баре. Тут тоже импортный алкоголь. Работает с 11 вечера до 2 ночи, 7 дней в неделю. И вот после бурных вечеринок даже в 3 ночи мы можем перекусить в основном ресторане, где подают ночные закуски с 10 вечера до 6 утра. Как видите, здесь круглосуточно можно чем-то перекусить. Особенно ночной ресторан важен для тех, кто только приехал, у кого поздний заезд. А я пришел сюда, чтобы вам его показать.
Понятно, что выбор блюд не такой, как на ужине, но голодным точно не останешься. И для ночного перекуса, думаю, самый раз. И даже пироженки есть, свежие фрукты, овощи, из горячего рыбный суп, рис на сливочном масле, таз-кебаб из говядины, какие-то рыбные шарики, блюда из картофеля, тушеный нут и так далее. По напиткам так же, как и днем. Чай, кофе, сладкие напитки. Полюбуемся на ночные краски моря. И спать. Вот так, кстати, выглядит моя терраса ночью. Можно и в бассейне искупаться, но не хочу. На сегодня эмоций достаточно. Еще раз доброе утро, друзья. Приятно проснуться в таком месте, насладиться видами на горные пейзажи Кемера и, конечно, с утра поплавать в бассейне. Температура воды 26 градусов, что для меня вполне оптимально. Днем потеплеет еще на пару градусов. Мой номер мы уже с вами посмотрели. Его главная особенность – выход на собственную просторную террасу с шезлонгами и бассейном. А сегодня давайте прогуляемся по утренней территории отеля, и я вам сделаю обзор еще нескольких классных типов номеров. Вообще, этот отель построен уже давно, в 1994 году. Раньше назывался Альва Донна. А сегодня Добидан. Это сеть отелей. Еще есть Добидан в Белеке и в Сиде. Но этот в Кемере самый популярный. Он довольно большой, вмещает 816 номеров. И как мы уже посмотрели в начале видео, на макете, на ресепшн в его окончательном проекте сделают еще номера Swim Up в корпусах 2 и 3. По территории очень приятно гулять. Везде растут интересные деревья и кустарники. Продуманный ландшафтный дизайн и античные статуэтки добавляют налет классики и романтики, будто переносят в древние сады Греции или Рима. Заглянем в 5-й корпус и посмотрим номер категории Superior Quad Standard. Они 35 квадратов. Их фишка такая. Здесь дополнительно к большой двуспальной кровати есть односпальная, притом не маленькая, и диван. Удобно, если вы приехали небольшой компанией или с детьми и не хотите переплачивать за двухкомнатный семейный номер. По дизайну номера похожи. По оснащению также набор для чая, кофе, банный набор, халаты, тапочки, пляжная сумка, сейф, мини-бар с различными напитками и водой. Пойдемте посмотрим вид с балкона. Мы на 2-м этаже, вот в этом месте 5-го корпуса. И перед нами вид на море, основной бассейн и горы. Днем тут слышно анимацию. Поднимаемся выше и давайте посмотрим еще один оригинальный номер. Superior Duplex Family. Это семейные номера, все расположены на 4-х этажах и у них 2 уровня. На 1-м уровне спальня с большой двуспальной кроватью. Здесь же диванчик и выход на балкон. В данном случае мы в корпусе номер 6. Вид у нас на соседний отель Queen's Park Le Jardin. Внизу видим бассейны номеров Swim Up и еще видно море. Вернемся в номер. Выходим из спальни и поднимаемся по лесенке на 2-й уровень. И попадаем будто в отдельный номер с 2 односпальными кроватями.
Тут тоже свой телевизор и полноценный санузел с душем. Балкона нет, только окошко. Этот номер отличный вариант, чтобы отдельно от родителей разместить детей-подростков. По оснащению все так же, но, конечно, тапочек и сумок здесь будет побольше. Идем дальше. И следующие номера расположены только в торцевой части корпусов и имеют прямой вид на море. Добро пожаловать в номер категории террас Сьют. Таких номеров в отеле всего 18. Это просторный и стильный номер с 2 комнатами, с отдельной уютной гостиной и спальней. В каждой свой санузел. В целом по оснащению похоже. В мини-баре те же напитки и таких бара 2. Еще есть спальни. Дополнительно в этих номерах капсульная кофемашина. Спальня просторная, с панорамными окнами и большой двуспальной кроватью. Кроме душа, тут стильная ванна, принимая которую можно любоваться на зеленую территорию отеля. В остальном санузлы такие же, как в других номерах. Есть душевая зона, необходимая косметика и полотенца. В спальне большой шкаф с зеркалом, бар и телевизор. И давайте выйдем на просторную террасу, откуда открываются красивые панорамные виды на море. Здесь установлены шезлонги, комфортные мягкие кресла и диван. Такое идеальное место для отдыха у моря в кругу близких. Итак, друзья, мы посмотрели разные категории номеров. Думаю, среди них точно есть тот, который вам понравится. Их отличия по ценам вы можете легко посмотреть в моем интернет-магазине туров или мобильных приложениях enjoys.travel, просто задав свои даты и город вылета. Или пишите мне, контакты в описании к видео. Сделаем подборку туров, где будут все варианты номеров, а вы уже выберете тот, что комфортнее по цене. А теперь мы с вами отправляемся смотреть и пробовать на вкус еще один ресторан. Итальянский а-ля карт ресторан Вивальди. Работает на ужин. Цена вопроса всего 15 евро с человека. С сегодняшним курсом, когда рубль крепнет, а евро падает, это столько же, сколько стоит перекусить в обычном кафе вашего города. Приглашаю вас окунуться в атмосферу Италии, в которую уносит музыка и интерьер ресторана. Итальянская кухня мне нравится тем, что создаются наивкуснейшие блюда из обычных простых продуктов. Это хлеб, макароны, помидоры, рыба, зелень, сыры. Меню, как обычно, можете посмотреть по QR-коду. Тут на любой вкус, от закусок до основных блюд, десертов и напитков. Начал я с популярных итальянских закусок. Брускетта из тунца. Тут понятно, хлеб, тунец, помидоры, а также добавлено авокадо и просто лук, базилик и оливковое масло. Следующее это моцарелла капрезе. Помидоры, базилик, сыр, приправы. Казалось бы, самые простые блюда, с самым обычным составом, но очень вкусно. Еще карпаччо. Тончайшие ломтики из говядины с рукколой и бальзамическим соусом. Ко всему этому отлично подошло белое сухое вино. Из основных блюд заказал салат из слабосоленого лосося. Далее грибной суп. У него потрясающий сливочный вкус с намеком на остринку. Вместе с супом мне принесли равиолли, такие типа пельмени с соусом песто, базиликом и сыром пармезан. Традиционное итальянское блюдо.
Главное блюдо – ребрышки ягненка на гриле. Чувствуется дымный аромат, такой с нотками розмарина и чеснока. И почему бы не завершить ужин интересным десертом? Панна-котта. Это пирожное, подается с карамельным мороженым со вкусом имбиря. Очень оригинально. Ну что могу сказать? Спасибо. Еще одним а-ля карт рестораном Добидан меня приятно удивил. И на этом концепция отеля не заканчивается. Мы еще не побывали в Starbucks, который обожают в разных уголках мира. Расположен недалеко от пляжа, между вторым и третьим корпусом, рядом с релакс-бассейном, который, кстати, подогревается в холодное время года, и он 16+. Еще здесь бар Captain's, в него сперва и заглянем. Работает с 10 утра до 6 вечера, подают безалкогольные напитки и различные коктейли из импортного алкоголя. Попросим бармена, и пусть покажет, чем он нас угостит. Как видите, ассортимент просто бара у небольшого бассейна более чем приличный. Тут же для любителей вкусненького кофе находится Starbucks, те самые кофейни, которые завоевали сердца миллионов кофеманов во всем мире. Нас встречает позитивный и доброжелательный персонал. Особой популярностью среди туристов в такую жару пользуется кофе со льдом. В меню оно с приставкой Iced. Starbucks во всем мире любит за эксклюзивные рецепты вкусного кофе и других напитков. И тут самое время открыть для себя Iced Mocha с белым шоколадом или макиато с карамелью. И делают они это как нечто большее, чем просто кофе, превращая в авторский коктейль от бармена-баристы. Бары Captain's и Starbucks удобно расположены рядом с морем. И взяв вкусный кофе, приятно посидеть на скамеечке с панорамным видом на пляж. И в завершении этого большого обзора хочу вас пригласить на ужин в еще один удивительный а-ля карта ресторан. Расположен на самом побережье, и пока он открывается, прогуляемся по пляжу. Время почти 7 вечера, но кто-то все еще наслаждается морем и шумом прибоя. Можно пройтись вдоль кромки воды, послушать шум волн и крики чаек. Если повезет, увидите красивый закат. В это время суток они особенно живописны. А-ля карт ресторан Mariner работает на ужин и предлагает рыбные блюда. Посещение также стоит 15 евро. Я выбираю столик на просторной террасе. Отсюда открывается потрясающий вид на море. Вы тоже можете познакомиться с меню, отсканировав QR-код. Ужин начинается с ароматного ассорти из морепродуктов. Маринованные креветки с цитрусовой ноткой, нежные осьминоги и сочные мидии. Далее из горячего рыбный суп, очень густой, сливочный и много кусочков белой рыбы. Также жареные кальмары с соусом тартар и крабовые шарики. Их подают с пюре из манго. Такое интересное вкусовое сочетание.
А это салат с жареным сыром халуми. Отдельное удовольствие. Такой горяченький, солоноватый, с хрустящей корочкой сыр идеально сочетается со свежей зеленью. Конечно же, все это приправлено свежим морским воздухом. Основное блюдо дорадо на гриле. Идеально приготовлена, такая с дымчатым ароматом и легкими гарнирами. Свежая зелень, молодой картофель и помидор на гриле. И в завершение ужина десерт – запеченная айва с ароматными пряностями и согревающий турецкий чай. Вот так. Просто и прекрасно рождаются вечера у моря, которые хочется сохранить в памяти навсегда. Итак, друзья, вот и завершился большой обзор. За несколько дней мы с вами полностью изучили этот отель. От номеров до ресторанов, пляжа и вечерних развлечений. Я постарался передать вам полное и живое представление об отдыхе в отеле Dabidhan World Palace, чтобы вы могли почувствовать атмосферу и увидеть все глазами туриста. И самое главное, вдохновиться. Ведь моя цель, чтобы после просмотра вы ясно представили, подходит ли он вам или нет. Чтобы захотели там оказаться. Или наоборот, поняли, что ищете что-то другое. Подводя итоги, хочу выделить сильные стороны Dabidhan. Это, конечно же, круглосуточное питание. Пусть не прям такой изысканный, но добротный мясной и рыбный шведский стол. И доступные а-ля карт рестораны. Кстати, когда я посещал а-ля карт рестораны, я упускал тематические ужины в основном ресторане. Это, например, ужин, посвященный мексиканской кухне, ужин, посвященный турецкой кухне, где подается большое количество национальных блюд, или ужин морепродуктов, где там разные королевские креветки, кальмары, мидии и так далее. Вот. Очень много отзывов на Top Hotels у туристов. Вы можете почитать про такие ужины с фотографиями, где они все это описывают. Такие ужины проходят где-то вот, через 2 дня могут быть, через 3 дня, вот так вот они повторяются. То есть в любом случае, когда вы неделю отдыхаете, вы попадете на такой ужин. И говоря про такие тематические ужины, многие туристы, они говорят, что не нужно никаких а-ля карт ресторанов, еще бы тут все перепробовать на таком ужине. Следующий плюс – это получается разнообразное ультра все включено. С богатым выбором качественного импортного алкоголя. Далее просторная территория, которая утопает в зелени. Виды на живописные горы Кемера. Да? Далее, возможность выбрать классные отреновированные категории номеров. Яркие анимации и развлечения. И концерты звезд. Отличная детская концепция. И, конечно, комфортный пляж с прозрачным бирюзовым морем. Из всего этого получается классный отель, который подойдет для отдыха и семьям с детьми, и молодежи, и парам для романтичного отдыха. Теперь решение за вами. Пишите в комментариях, что вас впечатлило больше всего. Мне важно ваше мнение. Я старался для вас. Если видео понравилось, ставьте класс и делитесь с друзьями. Вот, и еще раз, туристы, которые здесь уже отдохнули, добавляйте в комментариях свои рекомендации и советы. Они очень помогут туристам, которые еще не определились. И еще один важный момент. Сколько же стоит отдохнуть в этом отеле? Так вот, друзья, у каждого туриста своя цена. Она зависит от города вылета, она зависит от дат вылета, она зависит от количества ночей, то ли 6 ночей, то ли 9 ночей. Она зависит от количества туристов, да, то есть каким составом, да, какой командой вы летите, и от того, какую категорию номера выбираете. Так вот, все свои параметры вы можете легко задать в моем интернет-магазине туров enjoys.travel, изучить и выбрать, что комфортно по цене. И в итоге забронировать тур с моей личной консультацией и поддержкой. Все полезные ссылки и контакты в описании под видео. Хорошего отдыха и приятных впечатлений!